Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у нас осенняя тема берет. Утепляемся, дело к осени идет. Вот такой вот всем любителям берета 10 у нас клинышков. Интересный рисунок, такие перекрещенные петли, столбики и ободочек. Все очень просто. Предлагаю посмотреть. Сегодня будем вязать с пряжи шерсть плюс акрил. Самое главное — это 300 метров 100 грамм для шапочки. Крючок я взяла 3,25. У меня нет тройки, но троечка бы тоже была неплохо. В одну ниточку. Это все-таки у нас осенний берет. А если хотите потеплее, значит надо вот 2 нитки взять. В кольцо провязываем 1, 2, 3 и еще 19 столбиков с одним накидом. Всего должно быть 20. Провязали 20 столбиков с одним накидом. Присоединяемся с соединительным столбиком. И вот так вот мы делаем. Присоединились. Вяжем 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. В следующем столбике мы вяжем 2 столбика. 1 и 2. Теперь просто 1. И чередуем 1 столбик и 2. 1 и 2. Делаем такую небольшую прибавочку. Присоединяемся. Второй ряд. Теперь вяжем основным узором, вот наш столбик, 2 столбика и 2 между. Делаем соединительный столбик и вяжем 1, 2, 3. Столбик, который у нас был сдвоенный, вяжем рельефным. Вяжем первый рельефный и второй, то есть за столбик. Там, где у нас простой столбик остается, вот он один, мы между столбиками вяжем столбик, его пропускаем и еще, то есть здесь у нас идет добавочка. И узор получается 2 рельефных, 2 простых. Вот 2 столбика у нас. 1, которые были из одного столбика, вот 2 столбика, их прям хорошо видно. Вяжем 2 рельефных. А следующий вот он столбик. Перед делаем столбик с накидом, вяжем и за него, между. А рельефные столбики, вот они у нас, чередуются. 2 простых, 2 рельефных. Рельефный вяжется за столбик. Вяжем так до конца ряда. Мы с вами задали основной тон, принцип вязания нашей макушки. И так будем продолжать. 2 рельефных я связала. И вот у нас 1 столбик остался. 1 мы связали. Вот второй довязываем. Присоединяемся. И смотрите, какой у нас принцип. Вот у нас 2 простых столбика, 2 рельефных. 2 рельефных мы будем вязать все время. Вот прям все время. А там, где у нас 1 был, 2, сейчас будет 3, в следующем ряду 4. То есть мы между столбиками добавляем столбик. Рельефные мы всегда, сколько у нас получилось, мы будем вязать рельефными. Полностью весь наш берет. Простые столбики, вот получается у нас 2 рельефных есть и 2 простых. Вот они у нас, которые мы вязали, вот 1 столбик, 2. Теперь мы будем вязать между ними 1, 2, 3. То есть мы рельефные столбики не трогаем, они у нас всегда будут идти один за одним, а между мы будем добавлять 1 столбик, опять между столбиками 2, между столбиками 3. Вот. У нас был 1, 2, 3. В следующем ряду будет 1, 2, 3, 4. В каждом ряду мы добавляем по 1 столбику в каждый клин. Вот у нас такой клин идет. 2 рельефных, между ними 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Мы будем вязать примерно сантиметров 28 сантиметров.
метр надо взять и замерять. Берет вяжется чуть больше, чем шапка, да? Вот. И клинышек будет выглядеть вот таким образом. Два рельефных, между ними в каждом ряду будет увеличиваться на один столбик. Столбики вяжем между столбиками. Раз, два, три, четыре в следующем. Вот у меня получилась такая красота. Практически берет связан. Объем 27 сантиметров, 27-28. Это хорошо для взрослого берета. Размер примерно 56. Идем дальше. Вяжем красивые рядочки и потом резиночку. То есть основа у нас с вами связана. Мы начинали с очень простого вязания. Клинышков у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 клиньев, 2 рельефных и просто столбики, которые мы добавляли с вами между столбиками. Все время между столбиками. Вот так, такое полотно. Теперь будем вязать еще красивую вещь. 1, 2, 3. 2 столбика пропускаем. И 3 столбика вяжем рельефных лицевых. С 3 накидами. 2, 3. Такое красивое перекрещивание. Раз, два, три. И возвращаемся к первому, второму, третьему. Вот такой перекрест у нас получился симпатичный. И дальше мы повторяем все время. 3 накида. Смотрите, единственное, что мы пропускаем 2 столбика, 2, и вяжем 3. Потому что вот этот столбик, который мы провязали, он у нас тоже будет все время в работе. То есть у нас раппорт узора будет не 6 столбиков, а только лишь 5, потому что первый и последний мы будем совмещать, для того, чтобы не было слишком много дырочек. Вот, провязываем 3 столбика, которые у нас 2, 3 впереди, и возвращаемся. Мы вяжем вот этот столбик, который же у нас был. Провязан мы его 2 раза провязываем. И в первом узоре, и во втором. Возвращаемся. И провязываем. Вот. Получается у нас все время вот такой перекрест. Вот у нас такая получается красота. Осталось довязать немножко. Вот мы наши 3 провязали столбик. 1, 2, 3. 2 пропускаем. Довязываем наш первый ряд. 1, 2, 3. А всего у нас будет таких 2 рядочка. То есть не бойтесь, что это будет долго, непонятно. 1, 2, 3. В столбик, который у нас уже совмещенный, мы также провязываем. И возвращаемся 1, 2, 3, чтобы довязать последние 3 столбика. На самом деле все не так сложно, как смотрится. 1, 2, 3. Всего лишь 2 рядочка перекрещенных столбиков, и все. Потом будем вязать 1, 2, 3 резинку, ободок, довязываем. Вот, довязали, присоединяемся . Вот у нас 3 воздушные петли были, помните? Вот мы присоединяемся в самое начало. Все, узор готов первого ряда. Теперь что мы делаем? С соединительными столбиками, вот у нас 3 столбика, мы по ним
соединительными столбиками вот сюда переходим. Вот раз, два, три. Раз, два, 3 воздушные петли. Раз, два, три. 3 столбика пропускаем, а следующие 3, вот они у нас, точно так же провязываем. 3 рельефных лицевых. Раз, два, три. Еще раз, два, три. Провязали. Теперь раз, два, три. Нам нужно вернуться и провязать вот эти 3, но с другой стороны. Мы их провязываем. 1. Раз, два, три. И еще 2. Раз, два, три. И еще 3. Провязали. Вот получилась такая вот плетеночка. Раз, два, три. Опять 3 мы пропускаем, вот эти 3. А следующие 3 вяжем. Вот они у нас. Так, накид где-то потерялся. Раз, два, три. Следующие 3 вяжем. Раз. 2. 3. Теперь наша задача провязать те 3 столбика, которые, вот они, вот, но с другой стороны. То есть мы их достаем вот так вот и провязываем. Раз, два, три. Чтобы было удобнее, да? Раз, два, три. Немножко неудобно, но это всего лишь один рядочек. Раз, два, три. И то неудобно, потому что непривычно. Провязали. То есть мы, смотрите, вяжем какую плетеночку, как она красиво получается. Сначала вяжем первые, а продолжение вот этих вот мы вяжем с той стороны. И опять пропускаем 3, вяжем 3. Довязали второй ряд. Что мы сделали? Мы просто-напросто продлили то, что у нас уже было связано. Вот. Нашу плетеночку. 2 рядочка всего лишь. Довязали изнутри. Вот у нас 3 воздушные петли подъема были. Мы присоединяем в это место. Теперь наша задача, так как уже, смотрите, какой большой объем, наша задача связать ободок и, соответственно, уменьшить вязание. Что мы будем делать? Смотрите, у нас 3 столбика есть, вот они. Под делаем соединительный столбик, вот между, вернее, не под, и вяжем раз, два, три. И между вторым и третьим столбиком вяжем столбик. Раз, два, три. Точно так же поступаем. Вот у нас внизу есть 3 столбика. 1 и 2. То есть вместо 3 мы вяжем только 2 столбика. Между 3 столбиками 1 столбик и 2. И опять 1 столбик и 2. Вот. Потом в следующем ряду мы эти столбики будем вязать рельефными, лицевой и изнаночной. А пока наша задача провязать из 3 столбиков 2, 2, 2 и 2. То есть уменьшить уже, да? И потом продолжим рельефной резинкой. Вот так просто. Между столбиками вяжем столбик с одним накидом.
между столбиками, столбик с одним накидом. Провязали один ряд столбиков, 2 столбика между столбиками рельефными. Теперь смотрите, мы немножечко подсобрали, но еще все равно берет широковатый, да? Делать будем уменьшение таким образом. Мы будем одновременно начинать вязать резинку. Резинка — это у нас вытянутая петля и рельефный столбик лицевой и изнаночный. Вот. Но так как нам нужно немножко еще подсобрать, я предлагаю рельефный вязать из 2. Вот так вот. 2. Потому что рельефный вяжется легче. А изнаночный 1. Для того, чтобы нам убрать лишние петельки. Опять рельефные 2 вместе. В следующем ряду вяжем просто по факту. Рельефный лицевой, изнаночный. В этом ряду я предлагаю немножечко подубрать. Изнаночный вяжем изнаночный. 2 столбика превращаем в 1 рельефный лицевой. Я провязала еще несколько рядочков. После того, как мы связали с вами 2 вместе и 1 изнаночный, еще 1, 2, 3, 4, 5 рядочков. Все. И берет закончила. То есть получается у нас вот такая основа. Достаточно симпатичная. 10 клиньев. Красивая такая вот обвязочка. И ободок. Расход пряжи грамм 120 на перед всегда уходит чуть больше, чем 100 грамм. Грамм 120. Если вы хотите, чтобы шапка была потеплее, то нужно пустить ниточку либо мохер, либо отгорочку такую пушистенькую, и тогда берет будет тепленький. А пока у нас берет на осень. Вяжется просто, быстро. И серый цвет в этом сезоне очень модный. Надеюсь, видео вам было полезным. Идея понравится. Можно связать с любых ниточек. Осенние, зимние, весенние. Можно и берет летний связать. Главное вот такую идею, да, увидеть. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и вяжем вместе со мной. До новых встреч!